Новые детали убийства Ирины Фарион. Трамп встретился с Зеленским, а в Беларуси придумали, как узаконить рабский труд. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Борис Джонсон уверен, что Трамп может действительно принести мир в Украину на условиях Киева. У него достаточно силы и смелости, чтобы все устроить, чтобы спасти Украину. В Госдуме РФ предлагают расстреливать уехавших журналистов. Хочу вам напомнить судьбу того вертолетчика, который на вертолет погубил своих товарищей. Я думаю, он должен это повторить. А неизвестные беспилотники атаковали один из самых важных российских аэродромов. Миллеровский аэродром считается одним из крупнейших аэродромов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это очень важно, как и кнопочка «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Экс-народный депутат Украины Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как неизвестный выстрелил ей в голову буквально возле собственного дома. Фарион госпитализировали, пытались спасти, но это не удалось. Министр внутренних дел Украины уже провел первый брифинг, отчитался о ходе расследования и говорит, это не спонтанное убийство, преступник готовился несколько недель. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину, але поки що ми будемо мовчати про це, тому що перевіряються всі версії і ті комплекс заходів оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, по місцю відходу можливого злочинця. Ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який ви бачили в засобах масової інформації, в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон визначений час. Є ще, звичайно, що проблеми, що достатньо часто відключається світло, планово відключається світло, і тому були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамер, які були біля під'їзду. Основными версиями остаются общественная и политическая деятельность, личная неприязнь. Но следователи проверяют и другие версии и мотивы. Как много времени есть у преступника, чтобы замести следы, а также могло ли убийство Ирины Фарион быть операцией ФСБ? К слову, российские политологи и российские телеграм-каналы сейчас пытаются свалить всю вину на украинских националистов, что, собственно, неудивительно. Об этом поговорили с военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Он 3 недели наблюдал за объектом непосредственно возле дома своей жертвы. И реакции на это со стороны правоохранительных органов никакой. Это при наличии агентурного аппарата национальной полиции и, соответственно, реакции жителей данного дома на пребывание неизвестного мужчины. Время играет на руку убийцы, соответственно. Чем длительнее период его пребывания на воле, тем, соответственно, возможности его задержания и установления мотива преступления становятся более иллюзорными. Это прекрасно понимает человек, который стрелял в Фарион. Но если это заказное преступление, если действительно за этим стоят спецслужбы, либо украинские, либо российские, практика работы любой спецслужбы – это устранение непосредственно исполнителя заказа. Если это одиночка, возможности его, соответственно, обнаружения вообще практически сводится к нулю. Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании, говорит, что пообщался с Дональдом Трампом и еще больше убедился, что тот сможет закончить войну в Украине. Причем на условиях, удобных для Киева. Об этом он написал в своей колонке для Daily Mail. Поговорив с Трампом на этой неделе, я сильнее, чем когда-либо убежден, что у него достаточно силы и смелости, чтобы все устроить, чтобы спасти Украину, принести мир и положить конец распространению заразы конфликтов. Что бы ни говорили другие республиканцы об Украине в прошлом, я верю, что Трамп понимает реальность. Поражение Украины будет огромным поражением Америки. Речь идет не только об исчезновении свободы и демократии и порабощении украинского народа, хотя такой результат сам по себе мрачен.
Джонсон пишет о долгосрочных последствиях победы Путина как о катастрофе и утверждает, что Трамп это понимает. Кроме того, президент Украины отчитался о разговоре с кандидатом в президенты США, говорит, поздравил с выдвижением на выборы. Ну а также говорит, что договорились при встрече обсудить, какие меры можно принять для достижения честного и длительного мира. Трамп тоже отписался в своей соцсети о разговоре. Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной, потому что я, как будущий президент Соединенных Штатов, принесу миру мир и закончу войну, которая стоила столь многих жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и откроет путь к процветанию. Пресс-секретарь президента Украины подтверждает то, что говорили о деталях встречи, но пока ее не назначили. Тем временем The Wall Street Journal пишут о деталях покушения на Трампа. Пишут, что Томас Мэтью Крукс, который пытался застрелить кандидата в президенты США от республиканской партии, управлял дроном над местом проведения митинга, а в его автомобиле была обнаружена взрывчатка, готовая к дистанционному подрыву, жилет и боеприпасы. Но и это еще не все. Изучив историю его поиска в интернет, стало известно, что он интересовался и митингами Байдена и Демократической партии. Более 16 взрывов прозвучало на военном аэродроме Миллерово в Ростовской области. Об этом пишут пользователи интернет. Также пишут о пожарах на взлетной полосе и якобы в местах стоянки самолетов. Власти региона отчитываются о том, что сбили 26 беспилотников. О том, насколько важен этот аэродром и чем его повреждение может грозить армии оккупантов, мы спросили у военного эксперта. Это основной аэродром базирования ВКС Российской Федерации, который задействован в нанесении ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Как линия боевого соприкосновения, так и КБ-ФАБы, так и, соответственно, жилые районы, в том числе Харькова и Харьковской области. Миллеровский аэродром считается одним из крупнейших аэродромов. И, соответственно, нанесение ударов, превентивный характер нанесения ударов свидетельствует о том, что украинская сторона прекрасно понимает значение данного военного объекта. Силы обороны Украины применяли так называемый раебой характер атаки, то есть использование одновременно нескольких десятков беспилотников, что позволяет увеличить возможность поражения непосредственно целей, сосредоточенных на данном аэродроме. То есть, образно говоря, если запускается несколько десятков беспилотников, ну более 3 десятков, 4 десятков, то приблизительно 25-30% из них имеют шанс достигнуть непосредственно уже цели поражения, то есть самолетов ВКС Российской Федерации. Протесты в Бангладеш, толпы людей на улицах и продолжают митинговать даже несмотря на жестокость силовиков, которые, чтобы распугать толпу, возили по городу трупы убитых митингующих. Всего за почти неделю протестов погибло больше сотни человек, более 500 пострадавших. Я напомню, Бангладеш – самая густонаселенная страна в мире. Там проживают 180 миллионов человек на довольно небольшой территории. Студенты требуют отставки властей и роста зарплат, и есть основания полагать, что они не остановятся, пока не достигнут своего или не повалят действующий режим. Премьер-министра Шейх Хасины, которая находится у власти последние 15 лет и является дочкой первого руководителя Бангладеш. Ночью протестующие штурмовали тюрьму, освободили оттуда заключенных и подожгли ее. Сейчас в стране введен комендантский час, и для его становления задействована армия. Российский депутат Госдумы вместе с пропагандистами решает, кого расстрелять, а кого оставить. После победы, конечно. Война, как лакмусовая бумага, выявила всех предателей. Я имею в виду журналиста Чита.ру, бывшего Андрея Затирка. Вот закончится война нашей победой, тут я не сомневаюсь. Затиркой надо будет что-то решать, с условными затирками. Расстрелять или простить? Ну, у нас сейчас же у нас мораторий на смертную казнь, да? Мы начинаем говорить, что, ребят, ну есть же моменты, особенно такие, как предательство и терроризм, да, которые, наверное, ну, глубоко. Ну, я так хочу напомнить судьбу того вертолетчика, который на вертолет погубил своих товарищей. Я думаю, он должен ее повторить.
В сети появляются видео прорыва мигрантами со стороны Беларуси польской границы. На видео есть даты и слышно комментарии оператора. Он говорит, что приключения начинаются, когда проходишь в польский лес, а этап со взломом забора обычно проходит легко и быстро. Не всегда видно их лиц, но сразу понятно, что это простые, неподготовленные мигранты из Африки или Ближнего Востока, просто случайно прихватили с собой из дома домкрат, балаклавы, другие инструменты, видимо, предусмотрев все моменты прорыва польской границы. Политзаключенных в Беларуси будут заставлять убирать последствия урагана. Фактически применять труд тех, кто не может никак возразить, призывает Александр Лукашенко. Я еще раз говорю, это равносильно войне, только без стрельбы. Поэтому все должны, прежде чем затиктокаться там и чего-то в интернете писнуть, иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек. Мобилизовывайте население. И я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев. И так называемые политзаключенные. Туда на просеку. Все работает. Помогите стране. Так что, если надо, говори. И горожан, и особенно этих дармоедов. А потом можно и затиктокиваться спокойно. Белорусский тикток скоро заполнится топорами и деревьями. К слову, ураган действительно очень сильно зацепил страну. Он забрал жизни 2 человек и повредил более 1,5 миллиона кубометров леса. Диктатор Лукашенко единолично правит Белоруссией уже 30 лет. Он обошел Сталина, Мао и Чаушеску. Как директор совхоза пришел к власти и удерживал ее все эти годы, кто помог ему стать президентом и где теперь все эти люди, чего Лукашенко боится больше всего и где хранит свои миллиарды. Сегодня вечером у нас на канале выйдет документальный фильм о 30 годах правления, который точно сложно будет назвать поздравлением. Истории, которые должна знать вся страна. Я не исключаю, что Лукашенко захочет замочить кого-нибудь за границей. Большой исторический документальный фильм «Лукашенко. 30 лет на грани». 20 июля на канале Нехта. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом. Также я призываю вас ставить лайки этому видео, оставлять свои комментарии и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.